Друзья, мы с вами в Аптекарском огороде, и добро пожаловать на первую в истории сада виртуальную экскурсию. Мы начинаем ранней весной, когда сад пробуждается. Это очень хорошо видно, вот, например, по рядом со мной древовидному пиону. Почки распустились, и вот здесь видно, что вот это уже бутон практически сформировался. Затем вот здесь будет вот такой цветок в конце каждой ветки. Это очень старые кусты, им по меньшей мере 50 лет, некоторым даже больше. Аптекарский огород – первое место, где появились в Москве древовидные пионы, и с ними здесь проводилась селекция. Эти кусты очень устойчивые в природе, они живут вообще до 2000 лет. Посмотрим, через 2000 лет будут ли они все еще здесь. Они родом с Южного Китая, из гор Юннаня, где высоко в горах климат примерно такой, как у нас, может быть, чуть-чуть теплее. И они привыкли к тому, что и бывают и возвратные заморозки, и сильные холода. Они полностью зимостойкие. В отличие от травянистых пионов, у них надземная часть – это куст, который на зиму не отмирает. И я думаю, что в саду это одни из самых красивых растений в начале мая. В этом году, правда, непонятно, в какой именно момент, потому что все сроки в этом году сместились. И вот то, что мы наблюдаем, это примерно ситуация через месяц, в конце апреля, а не в конце марта. Но, тем не менее, будем надеяться, что возвратные заморозки их окончательно не повредят. Хотя вот сегодня ночью было -5, и по ним, строго говоря, видно, что они чуть-чуть такие подмороженные. Но не фатально. Будем считать, что они пережили эти морозы. Небольшие заморозки им не страшны, как, собственно, и многим весенним растениям, потому что такая ситуация всегда бывает, что холода возвращаются. Пойдем посмотрим, что на самом деле зацвело в этот момент, потому что эти древовидные пионы хоть и распустились, но все-таки цветение у них будет еще недели через 3. Вот эта зеленая травка, которую мы здесь видим под нашим 200-летним дубом, это еще не злаки, это еще не газон начал отрастать, хотя издалека так может показаться. Это гусиный лук, это луковичные растения, то есть под каждым пучком листиков в земле маленькая крохотная луковка, и сейчас буквально через неделю они зацветут. Но сейчас это выглядит как милый газон, который вылез, опять же, на 2 месяца раньше, чем ему положено. Мы стараемся, чтобы каждое место в саду было декоративным и информативным в течение всего сезона. Для этого на одном и том же месте, на одном и том же квадратном метре можно сажать растения, которые цветут или приобретают декоративный вид в разное время. Например, сейчас ранней весной цветут крокусы, и здесь их, смотрите, сколько разных. Это сорта крокуса весеннего и крокуса желтого, 2 разных видов. Но уже видно, что крокусы отцветут через некоторое время, а им на замену поднимаются тюльпаны, нарциссы, следующая очередь, следующий этап. А когда отцветут тюльпаны и нарциссы, вылезут еще другие растения, которых еще сейчас даже и не видно. Первые цветущие растения в Аптекарском огороде не только радуют наш взгляд, но и первых насекомых. У нас, например, живет 2 семьи рабочих пчел, которые опыляют все растения в саду, и только сейчас они начинают просыпаться. Как они знают, что сейчас уже что-то зацвело, неизвестно. Но, по крайней мере, они активно пользуются вот этими первыми раскрытыми цветами. Это в данном случае крокусы. Очень хорошо видно их яркие оранжевые пестики. Это, кстати, пряность шафран, которую мы все знаем, но не все знают, что это именно пестики крокусов используются в качестве этой пряности. Смотрите, какая активность у первых пчел. Пользуются первым теплом и первыми раскрытыми цветками. Здесь на хвойных горках много всего уже цветет, причем в такой немножко более даже продвинутой стадии, потому что это южный склон, солнце его хорошо прогревает. От северного ветра этот склон защищен тоже горой, поэтому здесь просто уже настоящая продвинутая весна. Мы видим уже знакомые нам крокусы, а это ирис сетчатый. В отличие от большинства ирисов, у которых корневища, у этого ириса луковица сетчатая, потому что у нее такой сетчатый рисуночек именно у луковицы. Правильно его называть на самом деле не ирис, а Эридо диктиум. Это немножко другой род. Систематики спорили, ирис это или все-таки нечто соседнее, соседний родственник, ближайший родственник, но не ирис. Но нам это не важно. Важно, что это одно из самых первых и прекрасных цветущих в саду растений. Посмотрите, какой высоты уже рябчики императорские. Они еще немножко вытянутся примерно вот до такой высоты, но у них уже крупные бутоны, которые вот если не заморозки ближайших ночей, которые обещаны, я думаю, что они через неделю раскрылись бы. Эти рябчики родом из Ирана и Малой Азии и тоже просыпаются очень рано. В земле под каждым вот этим растением
довольно крупная луковица, такая, наверное, на полкило. И все растение, ну, вы не чувствуете через камеру, а я прекрасно сейчас чувствую, пахнет довольно резко. Я не могу сказать, что этот запах неприятный, но по какой-то причине его очень боятся мыши. Поэтому в погреб, где мыши или крысы неуместны, можно класть части, даже сушеные части этого растения, его луковицы. И известно, что если этот рябчик посажен в саду, то, по крайней мере, вот ближайшие несколько метров мыши обходят стороной. В саду очень много птиц. Вообще у нас до 40 видов птиц фиксировано в саду в разное время. Некоторые здесь селятся и строят гнезда и выводят птенцов. Некоторые только бывают на пролете зимой, например, свиристели или снегири. Иногда залетают даже какие-то экзотические птицы, вроде большого дятла, желны. Пару раз такое было. Ничего удивительного, потому что все-таки это островок такой, если не природы, то, по крайней мере, чего-то похожего на природу. В городе птицам не очень уютно, а здесь тихо, и все-таки есть какой-то корм. Кроме того, конечно, мы их подкармливаем тоже, поэтому птицам здесь раздолье. Это обычные воробьи городские, не бог весть какая экзотика, но тоже приятно, что их так много и что им здесь хорошо. Это огори, такие рыжие утки. Это, в принципе, вид не местный, но сейчас этот вид активно расселяется в более северные регионы. У нас раньше на сад приходилась одна пара. Они прилетали каждую весну и каждую осень улетали куда-то зимовать. По одной версии, как раньше этот вид зимовал в Северной Африке, по другой версии в Московском зоопарке. Точно мы не знаем. Они очень территориальные, и они занимали сад целиком как свое жилище. Здесь несколько водоемов. Вода им нужна для того, чтобы обезопасить потомство, но выводят они птенцов на крышах окружающих домов. Причем иногда, например, на крыше дома моды Славы Зайцева на другой стороне проспекта Мира. И когда вылупляются птенцы, они вот такого размера, такие пушистые комочки, практически без крыльев. Они должны, утка их выталкивает из гнезда, они должны оказаться на земле, падают с большой высоты, при этом не разбиваются. Но дальше сложности только начинаются, потому что им нужно перейти через проспект Мира, для этого останавливается движение, как правило. Много раз такое было, они благополучно оказывались в саду, у воды, утка их ведет обычно сразу в воду, потому что в воде им ничего не угрожает, а на берегу есть коты, вороны и прочие опасности. Мы просим обычно посетителей не кормить никаких птиц у нас в саду, потому что мы не можем проконтролировать, чем именно посетители их кормят. Хлеб, например, особенно сладкий или черный, для них вредное питание. Но если у вас какие-нибудь семена, какая-нибудь смесь семян для кормления птиц, то это безопасно. И я сегодня кормил этих угорей как раз такой смесью, они практически у нас стали ручными в результате. Человеку доверяют, естественно, потому что там, где человек, там меньше ворон и меньше котов вокруг. Для них это очень важно, особенно когда появятся птенцы. Но сейчас им гораздо интереснее не семена, а дождевые червяки. И вот если видите, они пошли на траву. Сейчас земля немножко прогреется солнцем, и они прекрасно слышат дождевых червей, которые двигаются в почве. Я много раз наблюдал, когда угорь аккуратно идет по траве, останавливается, прислушивается и одним точным движением достает червяка, даже не со второй попытки. Здесь, в этой старинной перголе, развешено довольно много кормушек. Это одновременно и, собственно говоря, кормушки нужны, чтобы кормить птиц, одновременно это выставка разных типов кормушек, чтобы показать, какие они бывают. И мы, в принципе, стараемся, чтобы в этих кормушках был корм. Сейчас, конечно, уже не зима, и такие главные опасности для птиц позади, но, тем не менее, мы стараемся их хотя бы чуть-чуть подкармливать, потому что птицы для сада очень важны. Они главное биологическое оружие в борьбе с всякими вредителями. Вообще-то говоря, в этой части сада преобладают лилии и хосты, но про них сейчас говорить не будем, их еще нет, они еще в земле. А сейчас первый ярус, первая очередь, это вот эти мелколуковичные, в частности, вот эти вот хионодоксы. Они уже в крупных бутонах, и полностью они раскроются, я надеюсь, через неделю, если погода не подведет. Их здесь много сортов, самых разнообразных. И это одно из таких очень приятных весенних луковичных растений, которое никогда не подводит и прекрасно у нас зимует. Это пролеска сибирская или сцилла сибирская.
На самом деле это растение не из Сибири. Это Линней, который дал название этому растению, он ошибся. Но приоритетное первое название осталось. На самом деле это растение европейской части. В Подмосковье его нет в дикой природе, а, например, вот уже в Воронежской области довольно много. То есть чуть-чуть более южное растение. Посмотрите, какой у него удивительный голубой цвет. Один из, наверное, чистейших. Я, наверное, оторву один, чтобы вам показать. Один из самых чистых синих среди весенних растений. Прекрасно. Вот эта пролеска, она медонос. Ее тоже очень любят первые насекомые. Сегодня просто холодное утро. А надо сказать, что буквально через неделю-другую, посмотрим на погоду, весь сад будет покрыт одним сплошным ковром первоцветов. Здесь на вересковой горке хорошо видно, что у рододендронов крупные цветочные почки. Они заложены с осени. Но цвести будут в мае месяце. Собственно, у них так всегда и бывает. Именно поэтому они тоже могут цвести так рано. Зима была мягкая, все хорошо перезимовало, даже самые экзотические виды и сорта. Будем надеяться, что в этом году будет очень пышное цветение. У нас целая коллекция магнолий, которые прекрасно зимуют у нас в открытом грунте, без всякого укрытия. В принципе, это, конечно, совсем экзотика, которую нельзя рекомендовать уверенно для Подмосковья. Но в саду микроклимат, во-первых, потому что мы в центре города, город дышит и всегда на несколько градусов теплее, чем окружающие территории. И, кроме того, сад окружен домами довольно плотно и защищен от ветра. И поэтому вот эти совершенно экзотические магнолии у нас прекрасно себя чувствуют. Сейчас уже смотрите, какие огромные почки. Это именно цветочные почки. Они раскроются первыми еще до распускания листьев. И это всегда удивительное зрелище. Посетители наши просто не верят, что это не привязанные какие-нибудь бумажные цветы, а что это настоящее цветение зимующего у нас дерева. Это кустарник совершенно экзотического вида, а на самом деле вид нашей флоры встречается в Подмосковье. Это волчник смертельный или волчья лыка. Те самые волчьи ягоды, такие красные и довольно привлекательные, но смертельно опасные. Действительно, растение и все его части, включая плоды, очень ядовиты. Почти никто не видит его в цвету, потому что оно цветет очень рано, вот, собственно, и сейчас. А, собственно, и в Подмосковье, здесь в городе, конечно, на пару недель раньше, но в Подмосковье зацветет через пару недель, наверное. И в это время никто еще не бывает в лесу, и поэтому редко кто видит это удивительное растение в цвету. Это такой реликт, осколок более ранних, более теплых флор, который застрял в наших местах с доледникового периода. Сейчас начнется настоящая весна, и ситуация будет меняться буквально каждую неделю. Мы будем стараться держать вас в курсе того, что у нас происходит. На этом всего доброго, до следующих экскурсий.